Приветствую вас на этом видосе, и сегодня мы снова зайдем в гости к Спанч Бобу и посмотрим, где сейчас серия игр про садовую войну. Выключайте утюг, закрывайте дверь, ну а мы начинаем. В 2020 на моем канале уже вышел видос про Garden Warfare 2, который собрал более 8К просмотров, за что я вам дико благодарен. Тогда я уже рассмотрел эту часть, записывая звук на мой тапок. В комментариях еще в течение года, наверное, спрашивали, ну как там с онлайном, и некоторые люди просили еще пару видосов в садовой войне. Я решил записать видос о всей трилогии, расскажу, как там с деньгами и стоит ли сейчас скачивать или покупать эти игры. Каждый, наверное, кто захочет поиграть в эти игры, когда-то задастся этим вопросом. Во все эти игры можно поиграть на консолях, а про ПК сейчас поговорим поточнее. Первую часть можно купить в Origin за 1000 рублей, вторую часть можно также купить в Origin за те же 1000 рублей. А вот битву за Нейборвиль можно купить и в Steam, но там она будет стоить 3000 рублей вместо 2500 в Origin. Также любую часть можно и в интернете скачать, что я вам не советую делать, так как далеко не везде будет мультиплеер, плюс можно схватить вирус. Про цены на консоли сказать не могу, так как нету ни плойки, ни Xbox. Все три части — это кооперативные шутеры, где есть различные режимы игры в мультиплеер. Различие в этих частях только в том, что с каждой новой частью количество режимов увеличивается. А теперь кратенько по всем режимам. Welcome Mat рассчитан на новичков, так как там нет прокачки, все на одном уровне. Чья команда быстрее сделает 50 киллов, та и выиграет. Team Vanquish. Также задача сделать 50 киллов. В этом режиме воюют те, у кого уже достаточно высоко прокачан уровень и много открыт дополнительных улучшений. Garden Graveyards. Команда зомби захватывает сады растений, а команда растений всеми силами противостоит зомби и не дает им это сделать. Classic Team Vanquish. Классическое исполнение режима Team Vanquish без использования апгрейдов оружия и так далее. Classic Garden Graveyards. Тот же Garden Graveyards, только без апгрейдов. Mixed мод, режим мультиплеера, в котором смешаны Team Vanquish и Garden Graveyards. Там также растения защищают свои сады, а зомби пытаются захватить их. На первой части у нас все, во второй части же у нас добавляется Backyard Battleground, основная локация игры, где ты соло или с небольшим количеством друзей можешь заниматься различными делами, по типу разгадывания загадок или просто месить ботов. Флаг силы, режим, где ты защищаешь флаг от бесконечных толп зомби или растений. Garden Ops — кооперативный режим, в котором до 4 игроков берут зомби или растения и защищаются от толп зомби или растений соответственно, пока их не спасут. Solo Ops — то же самое, но с ботами. Гном Бомб — игровой режим, в котором игроки пытаются обезопасить или заложить бомбу, привязанную к спине гнома, и взорвать ее на различных базах. Пригород — вариант доминирования, захват 3 точек. Бесконечное время. Ты берешь огромного робота и месишь гномов. На этом новые режимы во второй части закончились. Приступим к третьей части. Соседа-Виль — то же самое, что и Backyard Battleground во второй части, только локация изменилась. Регионы свободного роуминга. Яндекс.Переводчик — это OneLove просто. Там ты месишь ботов один или с друзьями. Победу подтвердили. А я что говорил? Яндекс.Переводчик топ. Режим игры, в котором игроки собирают сумасшедшие шары, выпавшие с противников. Какая команда быстрее соберет 50 шаров, та и победила. Боевая арена. Зомби против растений 4 на 4. Сначала нужно попытаться завалить всю вражескую команду. Если по окончанию времени это не вышло сделать, то нужно захватить единственную зону. Автовоскрешения нет, но можно быстро воскрешать самостоятельно. А теперь к персонажу. В первой части у нас 4 растения и 4 зомби. Это подсолнух, класс поддержка кактус. Это класс снайпер, горохострел и чемпер атака. За зомби же у нас были пехотинец, это атака, футболист защита, инженер-ученый поддержка. Во второй части добавили по 4 новых персонажа за растения и за зомби. За растения это дуб, пока без желудя, капрал кукуруза атака, цитрон защита и роза поддержка. К зомби же присоединились ховер-козел поддержка, бесенок с мехом и супермозг атака, пират-снайпер. Но в третьей части присоединились за растения. Полностью переработанный дуб, теперь это желудь, который призывает дуб как имп меха. Ночная шляпка и драконий зев, атака. И новый класс Рой. Этот класс должен объединяться с себе подобными, чтобы стать сильнее. Такой класс за растения имеет дикий цветок. За зомби добавили колдуна, поддержка, электрокат и зомба, атака, астронавт, защита и зомби с телевизором Рой. Графика и атмосфера. Но тут особо нечего сказать. Битва за Нейборвиль самая детская и светлая. Первая часть средняя, графен неплохой, атмосфера типичная для ПВЗ. Во второй части поистине самая лучшая графика и атмосфера. Там она направлена на более взрослую аудиторию и сохранила всю атмосферность первой части.
Фастом переходим к итогам. Качать с нета не рекомендую никакую часть, так как скорее всего это без мультиплеера, а без него неинтересно. Плюс нельзя забывать про вирусы. Третью часть покупать не советую. 2500-3 тысячи это как-то многовато за нее. Если по скидке за 1200 в Origin еще можно. Вторую часть рекомендую купить, она реально классная, особенно за косарь. А если уж тем более по скидке за 600 рублей будет, то точно стоит покупать. А по поводу первой мало что могу сказать, так как зачем она нужна, если есть вторая часть, которая превосходит ее по всем параметрам. Все эти игры рассчитаны на то, что вы пару раз скатаете или ливнете, и такое повторится и в следующий раз. Такое в моем случае затянулось на 80 плюс часов во второй части. Судя по этому скрину, в первой части с онлайном все плюс-минус окей, во второй части онлайн норм, скажу по своему опыту, но только в пару режимах, а в третьей части все не особо хорошо, но пока что думаю лучше, чем во второй и первых частях, так как онлайн суммируется как с Origin, так и со Steam. Что ж, спасибо за просмотр, удачи и пока-пока. All my friends, I want Audis. Smoking on booth and it's my weed.